Ох ты. Нападет, не нападет? Приветствую всех людей и меров на этом канале. С вами Сэр Холмс. Продолжаю проходить Tamriel Rebuild Morrowind. Перед вами прекрасные просторы... Как это? Рот-Рарина. Я планировал в Тарджулан отправиться с левитацией, но... Посмотрел я по сторонам, кайфово тут все-таки. Захотелось подольше в этих местах пооставаться. И я решил попробовать обойти все-таки эти горы. Углубиться еще на запад. Потом двинуться на юг, вот здесь где-то примерно. Вот на этой фермочке я был уже как-то серий 20 назад. Ты, кстати, не хочешь сбежать, нет, дружище? Или тебе нормально? Я и так свободен. Ну, хоть... единственный встреченный пример нормальных взаимоотношений между хозяином и слугой, так сказать, да? Вот, тут какая-то интересная есть тропка. Меж холмов. Вот это поселение может быть в теории еще не доделано. Я уже как бы за пределом тайла. За пределом клеточки. Не буду туда соваться. Но все-таки я хочу еще раз поблагодарить Emerald, админа сервера Волчье Логово, за то, что она порекомендовала мне таки поставить тест-превью хотя бы ради вот этих пейзажей. Хоть эти территории еще не готовы в плане квестов, контента, наполненности, но пейзажи все равно замечательные. Если бы не было тест-превью, то есть TR-превью, здесь было бы просто море. Причем такой резкий пролом. Конец света, так сказать. И сразу море, бескрайний океан. А это там поселение какое-то, что ли? О нет! Проклятые фуражиры Квама меня достали и здесь. У меня же нет камней душ подходящих. Я просто сбегу. Похоже на шлендерское поселение. Абайнат. Лагерь Абайнат. Ну, здрасте. Я на самом деле тут не рассчитывал встретить цивилизацию. Ну, конечно, цивилизация громко сказано, но... Хитиновое копье. Ну-ка, а моего урон сколько? Да, оно тоже хитиновое у меня. Так, а что-то как-то тут пустенько. Тут есть кто вообще? Или вас тоже еще не доделали? А! Зараза. Никогда не оставляйте своих врагов у себя за спиной, друзья. Так, ладно, давайте попробуем. Ну, вы видели, да, как называется это? Хозяев еще, похоже, не завезли сюда. Ладно. Вернусь, когда наступят лучшие времена для этого лагеря. А вот, кажется, и Тарджулан виднеется. Вот за этими горами явно будет ничего. Представим, что этого лагеря не было. Шлендеры еще там лагерем не встали. Как хорошо летает, а? Сбить его получится. О, какой я меткий. У него остался 1 хп, похоже. Все темнеет уже. А тут я не вижу, как подняться без левитации пока что. Ну, конечно.
Копьем тебя по рылу. Там вообще, по идее, от Тарджулана можно было как-то пройти, я помню, там такая горная тропа была. Наверное, вот если сюда спуститься. Ага. Кстати, вот еще есть тропа. Плантации Аран мне не интересны уже, я там бывал. А вот в Тарджулане в теории я могу еще что-то найти. Вот это, кстати, больше похоже на двемерскую архитектуру, этот мост. Хотя, может быть... Да, похоже. В принципе, может быть и староданмерская. Староиндарильская, можно даже сказать. А та же, в которой выстроен Тарджулан и... Халаан, кстати. Может быть, это и есть Халаан? Я вот не очень помню историю Халаана. Местные жители там мне рассказывали. Помнится. В том числе и о географическом его положении. Тоже где-то он стоял рядом с Тиром. Наверняка. Ну, точно я не помню, но вообще похоже. Они же там заключили договор с Даэдра. И эти Даэдры, которые здесь обитают, что-то мне рассказывают по поводу того, что их призвали тут охранять, защищать и все такое. Может быть, это и есть Халаан. Возможно ли как-то отсюда попасть в Обливион обратно? Ну, в общем, надо мне тут порыться, поизучать, и через мгновение вернусь к вам. Ну, я, похоже, и правда тут много чего упустил в свое время, потому что вот нигде в этих местах я не был. Ну, просто потому что до туда нельзя добраться обычным путем, только левитацией. А я как-то... Да что такое? Опять я застрял. Абьюзить левитацию, как я говорил, не привык и не очень люблю. Да что ты будешь делать? Ну... Видимо, ничего не поделаешь. Придется ждать, пока левитация закончится. Нашел одну из своих нычек, опять же, где скидывал не очень полезные предметы. В том числе был один из таких левитационных артефактов, амулет левитации. Я его скинул, потому что он весил больше, чем кольцо левитации, целый фунт. Так. Ну на самом деле тут я был. Нашел там еще сундучок один, который я упустил. Там были всего лишь драгоценные камни. Никакой Даэдра на меня не напал из-за того, что я их взял. Стишки здесь у нас. Да, что-то про даэдрический огонь. Что-то про проклятие народов. Мрачная поэзия. Я на самом деле ищу упоминание Халаана, вот что. Но, похоже, нет ничего такого.
Все-таки я точно тут был? А, призраки обратно заспаунились, похоже. Да, я, похоже, тут был, но хоть убей, я не могу вспомнить, чтобы тут были эти проходы. Опа. Можно кому-нибудь скомандовать что-нибудь. Это все по большей части на продажу пойдет. Вот красивые, я не знаю, как это назвать даже, столбы с растениями на них. Вот новые обитатели Халана. Слушайте, да, я реально пропустил добрую половину тут. Так, тут слуги живут, да? Так, дайте мне щит. А то они могут и напасть. Так, возьму вот этот вот клинок. Да, и амулет привлекательности. На всякий случай, я не помню, есть ли с такими существами вообще. О, мертвый искатель приключений тут у нас. Медвежья кираса. Хитиновый башенный щит. Вот, есть ли вообще шкала отношений с ребятами вроде Даэдра, которые говорибельны. Но на всякий случай. Ох ты. Нападет, не нападет? Мне кажется, он здоровее обычного Огрима. Кланферы там. Ох. Как вас много тут. Огрим, бегемот. Чудище Огрим. Кто ты? Моя, не знать твоя. Твоя, осторожен. Это мои кланферы. Я их папочка. Не обижай их, иначе моя обидит твоя. Да я не собирался, кланферы милые. Привет. Главное, что они на меня не нападают. Вообще замечательно просто вот. Знаете, это одна, пожалуй, из отличительных черт Tamriel Rebuild, за которую мне нравится, это что практически в половине или даже в более чем половине случаев с Даэдра, которые здесь встречаются, можно пообщаться, причем даже продуктивно пообщаться и даже поработать с ними порой. О. Это я, пожалуй, возьму. Вы же не против, да? Вам же это не надо ничего. Спасибо. О, летающий кувшин у вас тут. Волшебная посуда. Ух ты. Какое длительное. Вообще довольно бедненько тут у вас. У кланферов. Запустили, да, хозяйство тут? Очарование пойдет.
Хороший свиток. Хороший свиток. На продажу. Ну, или можно в бою даже воспользоваться. Здрасте. Тут что валяется у нас? Какие-то деловые журналы. Сделки тут записаны. Приток товаров. Дарильский документ. Так, ну, похоже, все. Можно спуститься вниз теперь. Даже с трудом верится, что вот это вот когда-то построили реально Данмеры. Что-то архитектурный стиль больше похож на, знаете, смесь какого-то двемерского и доэдрического. Так, это повар, да? Наш шеф-повар, я бы даже сказал. А, человечишка. Вкусно пахнет. Тихо, тихо. Не разевай пасть свою. Гаргренат. Классное имя. Да, как-то у вас на кухне тоже тут бедновато, на самом деле, я бы сказал. На хлеб возьму зелье сварить из него. О, не напал бы он на меня, конечно. А, посетитель, как приятно, я Гаргренат. Кулинарный экстраординар. Добро пожаловать, аргонянин, в Торджулан. Я вижу, что тебя тут уже неплохо тут поприветствовали. Мои извинения за их манеры. Я сказал им, что посетитель это не еда, но они, похоже, не слушали. Да. Даже небольшое гостеприимство оказать, похоже, довольно трудно. Ты посетитель, и мы будем обращаться с тобой со всем дружелюбием, которое нужно в данном случае. Если бы мы были в моем родном плане, я бы подал тебе... накрыл тебе стол, достойный принцев. Но боюсь, что вся выпечка Торджулана в печальном состоянии. Мало кто сюда приходит, и еще меньше хотят снабжать нас ингредиентами высокого качества. К слову, ты не хотел бы таковые для меня поискать? Мне нужны хорошие ингредиенты, если я хочу приготовить тебе отличный стол. Мне нужны листья хакло и большое яйцо квама. Остальное я и сам смогу найти. Добудь мне эти ингредиенты, и я буду называть тебя с тех пор не посетителем, но другом. И я сделаю тебе блюдо, которое ты запомнишь на всю жизнь. Хакло — это очень хороший ароматизатор, и обычно добавляется в блюдо, чтобы дать ему дополнительный аромат. Но его убирают перед подачей. Он весьма распространен в этих землях. Но склады Торджулана пусты. Блин, у меня был ведь листик. Но я из него попытался зелье сварить неудачно. Основной ингредиент для соуса, который я собираюсь сделать. Подойдут только большие яйца. Я готовлю для полупринцев каких-то, их аппетиты, в общем, им соответствует.
Про винтажное бренди можно с ним поговорить даже, интересно. Про Тарджуан что расскажешь? Это там, где мы находимся, агент. Не очень-то уютный, как и все руины. Но для моего вида это что-то с чем-то, отличающихся от наших повторяющихся обязанностей в Обливионе. Некоторые из моих сотоварищей потеряли свой путь и заключили себя, ну потерялись, в общем, заключили себя в более глубоких холлах. Но здесь посетители это не еда. Местная бренди из коммуники подается с любым блюдом, основанным на мясе. Бутылки большого возраста обычно весьма редки, но я знаю, что несколько еще остались в Statesman Холле в этих руинах. Принеси мне штуку, пока я готовлю остальные ингредиенты, и у нас будет такой прием пищи, за который умереть можно. Тут же было вроде яйцо квамы. Маленькое. Наверное, сами все и сожрали тут. Да, это весьма пустенько. Пепельный батат один только. Так, кухня у нас сообщается еще с каким-то помещением тут, да? Покои. Все еще не верится, что это данмирская архитектура. Хотя в Халане, конечно, такая же была. Ты чё? Посетители не еда! Надо было его душу поймать. Засранец такой. Я, кстати, если вы заметили, переночевал в одной из построек. Ладно. Запертый. Добить бы отмычку эту уже. Скоро 100 септимов уже накопится у меня. Прежние обитатели явно были весьма религиозными здесь. Так, теперь еще ниже спускаемся. Тут уже впору быть поаккуратней. Ага, эти ребята меня не рады видеть, очевидно. Вау, какие звуки. Да и дрот, блин. Ладно, продам этот камень души потом. Великий камень душ ловится. Да и дрот, к сожалению. Я думал, хоть в большой поймается, но нет, конечно. Перед смертью поднапакостил мне Дейдрот. О, еще скилл повысился. Дух Даэдра. Смерть, поражение и страх.
Как нас узнать? Мать. Ну, здрасте. Это вы ко мне? Да? Я тоже нахожу весьма неудобными эти проходы. А вот Кланфер поймался в большой камень душ. Надо побольше. Побольше их ловить. Кожа Даэдра. Дорогостоящий ингредиент, между прочим. Да, тут все уже разграблено до нас, да? Если не все, то большая часть. Я, наверное, тут не найду ничего для этого алчущего. Алчущий повар. Ну, надо же, конечно. Никто же не поверит мне. Опа. Ты достойный соперник? Достань свое оружие, аргонянин. Да дерись со мной, если осмелишься. Я недостоин. А, ты жалок. Несчастное маленькое существо. А, ты так отсюда запросто не выберешься. А покажи мне достойного противника. И, возможно, я не буду доставать твои внутренности. Да ты всего лишь лорд Дримора. Ну что, ты будешь за мной ходить теперь постоянно? Ну, пойдем. В зале воинов, может, что будет? Ну, кроме мертвых искателей приключений, конечно. Как попало вообще одеваются, ребята. Мне кажется, ему надоест за мной ходить в какой-то момент. А, человеческая плоть. Твой труп накормит мой выводок в течение месяца. Сложи свои лапки и будь поглощен. Мочи ее! Мочи! А, черт! Нашли противника ему хорошего. Так, надо ее душу поймать по-любому. Так, у меня есть удаленная ловушка душ, так сказать. Была же где-то. Есть, аж 3 штуки. Так, гемфидер. Это было жалко. Паучишка? Ты за что меня принимаешь? За зверушку? Найди мне более достойного соперника. Ничего себе, у тебя алебарда? Прикольно. О, матриарх, да, вот это вот хорошая поимка была. Так, хорошо, давай искать тебе еще противника. Дейдровский шелк. Знаете, можно парочку зелий сварить из этого. Возьмем так. Возьмем так. Вот, ночной глаз. Дорогие ингредиенты, но черт с ним. Немного ослепну, возможно, даже. Так, давай искать... Мне бы на самом деле еще подлечиться. Чем лучше лечиться? Свитками или... Так, на 120. Здесь на 100.
Вот как раз мне сотни не хватит. Блин. А тут лучше надеть, пожалуй, вот такой амулет. Так. У нее там... Блин, шикарный вообще парень, конечно. Выводок, наверное, сидит в этих клетках. А, подожди, тут не заперто. Или чё? Нет? О. Бонитовый наруч. Ну, вот я бы взял, но... Нет. Тут еще наверх можно сходить. Ну давай, не тупи, пожалуйста, дружище. Пойдем. Да, потерпи, мне надо это все осмотреть. Звучит как еще один паук. Даже внимания не обратил. Так, тут я смотрел? Смотрел, похоже. Ладно, пойдем дальше искать тебе достойных противников. Я здесь еще вроде бы не все осмотрел. Вот здесь я не был, например. Или был? А, здесь, да, здесь я был. Подожди, да? Ну, это как бы другой проход, конечно. Но вообще, сейчас я задаюсь вопросом, а смогу ли я действительно найти достойного соперника для... Ты пытаешься сбежать? Ты думаешь, я дурак? Здесь ты встретишь свой конец смертный. Ну, замечательно. А где ты? Ты бы достал оружие свое, я не знаю. Дримора Лорд не такой уж ценный парень. А, это бердыш, эбонитовый причем. Ну, все-таки матриарх Даэдра Дримора Дридре был более грозным противником. По мнению Камня Душ, по крайней мере.
Тут я все осмотрел. Эти двери вынесли с петель. Здесь, в общем-то, тоже. Так, что тут еще мы видим? Вот здесь я еще не был, в покоях. А, это зал правосудия или что-то в этом роде. Слушай, еще каких-то кланферов. Дайдрот. А Дайдрот не будет нападать? Здорово! Будет, зараза. Какой рокот от этих заклинаний. О, верма. Ну вы слишком тупые, чтобы... терпеть смертных, так сказать. Довольно хрупкие ребята. Так, мне пора сварить зелье из сердца Деэдра и потом его выпить. Да, и зелье восстановления... запасы сил. Так. О, у меня есть хак и ло. Но все еще нет яйца квамы. Блин. Ладно. Все равно облегчусь немного так. Так, ну, с коммуникой. Да, надо, наверное, поиспользовать камни душ. Ну, эти, наверное, я продам лучше все-таки. Ладно, хотя бы они в цене не падают. Так, а что эти кланферы скажут на мой счет? Ничего хорошего. Так, сколько больших? А, еще много больших у меня. А куда ты убегаешь? А чё ты убегаешь? Я чё, страшный такой, что ли? Вдруг он был дружественным, а я его убил так хладнокровно. Не надо было так страшно на меня бежать. Потренирую школу восстановления. Как у меня ужасно она получается. Ну, хоть разок. Ах ты! Да как ты смеешь? Стой! Все-таки классный у меня клинок. Это, наверное, не самый эффективный способ прокачивать навык зачарования, но почему бы нет? Так.
Сюда. Гоя. Хорошая штука, но, пожалуй, не в этот раз. В этот раз ее брать не буду. Так уже много всего таскаю. Мистицизм. Сад какого-то парня благородного. Так, тут серебряная руда, жемчуга. Душащая травка возьмем. Варить зелье. Павший страж. Jaded Dove, что-то там Глов. Звучит как паук. Крылатый сумрак. Ну, я очень надеюсь на твою рассудительность, крылатый сумрак. О, житель земли. Ты вошел сюда неприглашенным. Я оторву плоть от твоих костей. Да иди ты к черту. Какие все агрессивные и злые, а. На! Кстати, крылатый сумрак — это более страшная тварь, чем Дейдрот. Так. Что будем тратить? Ну, давай обычные стрелы. Я вроде справляюсь и так. Давай. Соли пустоты. Хорошо, отлично. Так, и что ты нам... О! Ну, до золотого святоши, конечно, не дотягивает все равно. Но то, что матриарха Деэдра еще одного, ну, Дридрея, то есть поймал, вот это достижение, я бы сказал, весьма очень даже. Так, где там еще у меня зелье? Ночного газа. Так, смотрите, дорогие колечки. Ну, какой гардеробчик у нее тут был. Элегантный, да? Награда. О, как она любила у нас всякие бирюльки, да, побрякушки. Ну, крылатые сумраки, они, правда, симпатичные. Вот именно в плане женской привлекательности, как мне кажется. Ну, это все я не буду трогать, пусть он тут так красиво стоит. А вот это давай сюда. Ступкой пестик мастера. Надо взять, продам. Что это? Лид. Свинцовая руда? О, шкура медведя. Прикольно. Притащили сюда, конечно. Медведь, это же в Моровинде их не бывает. На Солсхейме. Так. Тут как-то можно подняться вверх. Я пока не понял как, но как-то можно. Подняться как-то можно, и там наверху. Ну, возможно, только снаружи получится. Там наверняка есть еще какие-то входы. До которых только левитацией добраться можно. Так, подожди, вот еще. Вот же, где не был. Ну да, собственно, вот. Ну, я, пожалуй, снизу начну. Воодушевление, ночной глаз, хорошо. Слабость.
Почему этот камень такой легкий? Саламет, большой сундук. А что в сундуке? Салнамет, прости. Человечишка, почему ты сюда пришел? Тарджулан — это не место для твоего вида. Больше нет. Только призраки остались, и мы, привязанные охранять эти руины. Много времени прошло с тех пор, как... приспешники принца были призваны в эти залы. Один финальный хагитум. Отчаянное призвание было совершено. Сделка застряла, и мы были призваны из Moon Shadow, из лунной тени, да? Чтобы населить это место, в то время как жители Земли его покинули. И я здесь с тех пор. И есть только призраки, кто может востребовать мое ремесло. Я работала в лучших кузнях лунной тени, когда я все еще служила моему принцу. А теперь же я как бы брожу по этому месту, слоняюсь. Тут бесполезно. Я и не страж, и не воин. Поэтому я остаюсь в этой кузнице. Но другие даэдра не нуждаются в моих услугах. Если у тебя есть чего отремонтировать, я могу тебя послужить за какую-то цену. Ну, не знаю. Мне невыгодно у тебя ремонтировать, потому что если я что-то отремонтирую у торговцев в городе, я смогу им что-то продать еще за те же деньги, за которые я отремонтировал. Так что... Тут есть кто-то еще под именем Херхет Хитай или Ксерхет Хитай. Я не понимаю, кто он, но вот они говорят, что он упрямо охраняет шпиль. Даже несмотря на то, что остальные думают... наверное, избегают своих обязанностей. Он пел для меня в более счастливые из времен, когда мы служили при дворе лунной тени. Лунная тень — это, очевидно, один из планов Обливиона, да? Так, а тут у тебя что? Ничего. Да, там я встретил лорда Дримору. Угу. Туда я вошел и очутился в помещении с Огримом. Отсюда я вышел. Все получается, почти что все исследовал. Ну да, осталось только наверх сходить. Очередной балкон с разбитой утварью. Ух ты, а вот и он. Человечишка, органианин. Ты стоишь на пороге. Пройди и узрей Херхета Хитая. Повернись вокруг и уйди безоружным. Или оставайся и поговори, если нужно. Я был многими вещами. Пешкой принцев. Проданным за высокие ставки, видимо. Инструментом, оружием, развлекателем. А теперь я страж Тарджулана.
Пешка принцев. Да, я пешка. Пешка принцев. Небольшая часть в больших играх. Я играл в загадки с Клавикусом Вайлом. Или, например, я участвовал в рейде на Shade Perilous. Не знаю, что это. Возможно, вы знаете. Затем я пел серенады при дворах Лунной Тени. И как бы я не служил их целями, каждый мастер выторговывал меня прочь. Я не вижу ничего позорного в этом. Вот возьмем тебя, Аргонянин. Разве ты не пешка тоже? Или ты думаешь, что твои действия только твои? Ну, не был бы я Холмсом Аргонянином, я бы ответил, что я принимаю свои собственные решения, но... Давайте будем честны сами с собой. Начиная с того момента, как меня забрали из имперской тюрьмы и привезли в Моровинд, я действительно пешка и служу какой-то более великому предназначению. Ну что ж, значит, ты человечий отпрыск, как говорит Готрик, с перспективами. Воистину, встретить одного из твоего рода — это редкая оказия. А что там по поводу загадок? Загадки тебе здесь не помогут. Порок Абсолюта. Ты не проникнешь на высшие уровни этой дереликтной башни. Реликтовой башни, наверное. А что про Тарджуан расскажешь? Struck. Ну, наверное, заключена была сделка, он имеет в виду, между Индарил и моим принцем. И я был призван сюда, среди прочих Даэдра. Я привязан к этому шпилю. И... моей обязанности было выпроваживать человеческих отпрысков вроде тебя отсюда. А остальные могут делать, что желают. Но ты не перейдешь за порог. Да ты надоел уже со своими. Интересный дядя, конечно. Аргонянин, ты пересек порог. Ты знаешь, что сейчас случится. Готовься. А! Блин. Жалко, что я потратил все свои великие камни душ. Я бы на самом деле его там оставил, знаете. Попробовал невидимость включить. А потом бы вернулся сюда, когда у меня будут камни душ. Возможно, его тоже удастся поймать, и он будет хорошей душонкой. Третий урок Вивека. Блин, так-то эти тоже надо собирать, наверное, книги. Это где я их еще найду потом? А он тут неплохо устроился. Прямо на самой кромке перегруза. Вот и самые сокровища, да, похоже.
А я перегруженным сюда заявился. Блин, маленькое яйцо к вам. Мне большое нужно. Надо облегчаться. Блин. Жалко это все выбрасывать. Эбонитовое копье, эбонитовый. Стеклянная кираса. 28 штук стоит. Классно. Призыв золотого святоши. Почему-то эти свитки у меня не рабочие. Вот, не знаете почему? Скрибовый пирог найти в глуши. Это удача, я считаю. Левитация. Крепить силу. Ну, эти свитки надо уже заканчивать, подбирать. Похоже, это все. А, ну вот. Топаз. Ну, тут самое ценное — это стеклянная броня. У меня, конечно, есть уже. Ладно, пока так все оставлю. Нет, на всякий случай я хочу пощупать эти камни. Вдруг на меня нападут. Нет? Нет. Давай обратно их. Они довольно тяжелые. А, наверное, даже вот так сделаю. Вдруг я когда-нибудь сюда вернусь. За стеклянной броней, например. Так, еще раз. Отмычку эту, наверное, тоже можно выкинуть. Так, тут у него в этом помещении ничего интересного нет. Похоже, что нет. Что это? А. Ну, он тут реально пел, похоже. Ну вот на этом, я думаю, тут все уже. Больше я здесь ничего не вижу интересного. Отсюда, наверное, я эвакуируюсь с помощью как раз-таки левитации. Давайте, друзья, на этом закругляться. Вот такая вторая часть изучения Тар-Джулана получилась. Надо будет тут заночевать, к тому же. Да, довольно интересные тут еще персонажи вводятся, как выяснилось. Вот. Ну и все, да, на этом. Спасибо, что смотрели. Лайки, подписки. С вами был Сэр Холмс. Morrowind Tomb Raider Rebuild. И до встречи в следующих эпизодах. Двинем уже в Альмастир.